Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы поговорим о том, почему нельзя говорить спасибо, в каких случаях стоит говорить спасибо, в каких случаях это делать категорически запрещено, и узнайте, как следует отвечать человеку, если вы не планируете прекращать с ним всяческие отношения. И альтернатива слову «спасибо». Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы действительно желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают эту важную информацию. Вы знаете, мы говорим слово «спасибо» постоянно, ведь, как мы считаем, это проявление вежливости, и нас так, казалось бы, учили нас родители. Однако это, казалось бы, безобидное слово мы произносим в знак уважения, может принести много бед. Приметы и суеверия современного мира могут сегодня восприниматься по-разному, но помните, что народная мудрость подкреплена многолетними наблюдениями и выводами. Что касается слова «спасибо», то оно присутствует в нашем обыденном лексиконе каждого человека. А когда вы используете слово «благодарю», то на вас, наверное, скорее всего оборачиваются, ведь такими фразами уже никто не общается, и напрасно. Почему? Давайте далее в этом видео. Что же означает слово «спасибо»? Слово «спасибо» буквально означает «спаси Бог». То есть «спаси меня, Бог, от этого человека». И когда вы произносите слово «спасибо», вы закрываете энергетический канал, который связывает вас с этим человеком. На самом деле слово «спасибо» – это очень мощная мантра, которая защищает вас от дальнейшего общения с тем человеком, которому вы ему сказали. Только вдумайтесь, мы говорим спасибо всем и каждому, и все больше и больше закрываемся от людей. Поэтому проанализируйте, когда вы говорите спасибо, когда вы хотите отделаться от кого-либо. И это действительно так. Вы неосознанно произносите: да, спасибо, спасибо, но у меня свои дела, мне пора. И это происходит достаточно глубоко и почти бессознательно. Хотя на внешнем плане вы даже можете чувствовать какую-то благодарность, но это где-то глубоко. Поэтому обязательно прочувствуйте этот момент. Не говорите спасибо, если вы намерены продолжить общение, иначе отношения постепенно начнут ухудшаться. Когда же говорить спасибо действительно запрещено? Существуют определенные ситуации и места, в которых категорически запрещено говорить спасибо. Когда вы разговариваете с христианинами, вы знаете, Библия запрещает упоминать в суе имя Бога, а говоря спасибо, то есть буквально «спаси Бог», именно это вы и делаете. Поэтому, чтобы не обидеть чувств верующих людей, не стоит произносить это слово в беседе с ними. Слово «спасибо» не произносят на поминках и похоронах. Этого следует слово избегать, ограничившись вежливым кивком головы. Благодарность во время такого печального события может выглядеть так, словно человек радуется чьей-то смерти. А согласно народным приметам, произнесенное «спасибо» на похоронах может навлечь болезни и на членов семьи. «Спасибо» нужно говорить только работникам похоронной службы, чтобы не встречаться с ними как можно дольше. Также нельзя слово «спасибо» говорить в бане, ведь это место, где очищаются душа и тело человека. Произнося это слово, вы словно ставите заслон и препятствуете своему очищению, будто желаете остаться грязным и неочищенным. Кроме того, наши предки верили, что в бане могут обитать мифические существа – кикиморы, банники, и упоминать в таком месте Бога было кощунством. При необходимости, если вам нужно обратиться к гадалке или к магу, следует также избегать при общении с ним слова «спасибо».
И на то нет, конечно, веских причин, но таким образом вы покажете человеку свое неуважение. Ведь мир магии, даже и белый, никак не связан с Богом. И существует, знаете, наверное, вы слышали такое выражение «не благодарят за отраву». Потому не нужно говорить «спасибо» при покупке алкоголя или сигарет в магазине, а также если вы получаете эти предметы в подарок. Религия, вы знаете, также отрицательно относится к употреблению слова «спасибо». Во-первых, как уже было сказано, упоминать Бога в суе нельзя, а во-вторых, это связано с временами Древней Руси, когда существовал обряд поклонения идолу по имени Бо. Люди, поклонявшиеся ему, произносили благодаря кого-то, то есть «спаси Бо». И позже считалось, что с этими словами вызывалось само божество, а человек таким образом грешил. Что же стоит говорить? Какое слово заменить вместо слова «спасибо»? Говорите «благодарю» в ответ на услугу, которую вам оказали. Так вы дарите другому благо, посылаете свою энергию в обмен на доброе дело. И к тому же, говоря слово «благодарю», вы желаете блага своему собеседнику. Благодарность привлекает внимание людей, и вас будут долго и тепло вспоминать. Найдите время в любой ситуации, остановитесь и вспомните, кому вы еще не сказали «благодарю». Кому же стоит говорить спасибо? Если вы не хотите продолжать общение с человеком, если вы расстаетесь с человеком и больше не желаете поддерживать с ним связь, тогда уместно сказать «спасибо тебе за все». Таким словом «спасибо» хорошо отвечать тем, кто сделал вам что-то плохое. Но это вовсе не означает, что вы подставляете правую щеку. Наоборот, вы защищаете себя от дальнейших неприятностей со стороны именно этого человека. Поэтому используйте слова «спасибо» и «благодарю», пожалуйста, сознательно, как мощную магию, для того, чтобы защитить себя и привлечь к себе добро. И вы увидите, как ваша жизнь шаг за шагом начнет меняться к лучшему. Да, первое время вам, конечно же, будет трудно перестроиться. Возможно, это даже вызовет некий дискомфорт. Ведь на вас будут обращать внимание, особенно в том регионе, где никогда не говорили слово «благодарю». Но это того стоит. Чем чаще вы будете осознанно благодарить, тем быстрее это войдет в привычку. И помните о том, что произнося слово «спасибо» и произнося слово «благодарю», когда вы произносите, прислушайтесь к своим ощущениям. Сравните то, что вы испытали в первом случае, когда сказали «спасибо», а что во втором, когда сказали слово «благодарю». И ваши ощущения будут совершенно разными. Помните, что внутри вас, то и снаружи. Поэтому, друзья, используйте все-таки слово «спасибо» в одном случае и слово «благодарю» в другом.